Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Очередной агрогороскоп на февраль месяц, и он посвящен садовым делам. И сразу же буду отвечать на вопросы, когда же можно делать будет прививки в феврале месяце, когда лучше всего обрезать. Вот мы сегодня и составили полностью чисто для садоводов такой агрогороскоп. Поехали! Начинается 1 у нас, смотрите, февраля в знаке Близнецы утром до 13 часов 58 минут. Это будет еще рабочее время, но не советую тянуть время, лучше до 10 часов утра, если еще не посеяли семена земляники, клубники. Все это можно будет посеять и только во влажную, заранее увлажненную землю. Если не успеваете, перенесите это дело на 2 февраля. Видите, я до конца дня не показываю никаких работ. Здесь у нас луна без курса будет до 22 часов 11 минут. Затем переход, и энергии будут еще ощущаться близнецов. Поэтому работаем вот со 2 уже утром. Можно хорошо поработать. Что можно садоводам сделать? Закладывать семена на стратификацию. Вот сейчас очень актуальна эта тема. И можно в этот период продолжить посевы семян клубники, земляники на рассаду. Ну, естественно, поливы для теплых стран. Смотрите, можно 2 все 24 часа, а 3, пожалуйста, успейте до самое позднее, до 19 часов. Но лучше всего советовала и советую. По итогам прошлого года световой день дает наилучший результат для посевов и посадок вот эти благоприятные дни. Но затем начинается период не посевной, не посадочный. Это сожженный путь полнолуния. Полнолуние будет во Льве 5, и завершится вот этот сложный период только в Деве 7. Тоже поздно вечером, поэтому смотрите, вот этот период мы не используем ни посевы, ни посадки, не трогаем растения в полнолуние, ни в коем случае не обрезаем. Вот делаю акцент. Полнолуние, наибольшая сила. Если вы срежете хотя бы веточку, то в этот период растение уже часть энергии своей потеряет. Постарайтесь никаких обрезок. Вот этот сожженный путь полнолуния, самый сложный период. И перед сожженным путем полнолуния вот эта фаза роста очень опасна для обрезки растений. Идем дальше. Снова же у нас очень интересное время. Очень хорошо 8 в Деве уже делать вот это укоренение черенков, которые вы нарезали. Это и виноград, и инжир, кто-то еще какие-то другие черенки нарезал. И для того, чтобы укоренять, можно в этот период обновить срез у черенка, подготовить у каждого свой подход. И можно уже в этот период закладывать на укоренение. Смотрите, сразу же после сожженного пути полнолуния прекрасный период, когда можно хороший черенок получить, вернее, хорошую корневую систему. Но в этот период уже можно и нарезать череночки комнатных растений и сразу устанавливать на укоренение. Это Дева, и это уже начинается время Луны, которая уже потихонечку теряет свою силу. Вот этот период, смотрите, что можно еще делать. А можно в этот период разбивать декоративный сад. Если вы решили что-то красивое сделать, делайте план, а можете уже и на практике что-то куда-то сложить, разложить и даже посадить. Посадка в Деве только декоративных растений, если позволяет погода. Ну, и кусочек времени от Девы у нас останется, смотрите, 9 февраля, потому что Луна без курса с 8 часов 40 минут. Но, снова же, это если чего-то не успели, то можете заняться этим. Но лучше именно 8 использовать вот этот благоприятный период, самый вот этот центр, самое-самое лучшее время для того, чтобы и укоренение хорошее получить, и декоративные растения, чтобы хорошо росли. Вот это можно было сделать 8. Но 9 есть у нас очень интересный период в Весах. Это тоже недалеко от сожженного пути полнолуния. И еще очень много энергии, поэтому там, где позволяет погода, можно высаживать сливы, вишни, алычу,
абрикосы, декоративные кустарники, если не успели 8-го, а также можно высаживать саженцы винограда. И вот это сделайте до 10-го, после 11 часов 9-го, 10-го, до конца светового дня. А вот здесь можно добавить работы. Я вот 11 число, прошу внимания, вот у нас был спор наших подписчиков. Вот 11-го вы можете начинать обрезку садовых растений. Это уже хорошее время, потому что у нас завершается 3-я фаза. И 3-я фаза плюс знак стихии воздуха. Вот на 11 можете планировать, но нужно постараться это сделать до 18-19 часов, самое позднее. Как раз световой день завершите там, вот, что вы запланировали, обрезку садовых, любых садовых растений, в том числе и винограда. Единственное, что напоминаю, нельзя обрезать ни киви, ни актинидию в период зимы и весны. Идем дальше. А дальше у нас время Скорпиона. 13 числа выпадает из-за того, что Луна переходит из 3-й в 4-ю фазу. Зато 12-го что можно делать? Кроме полива в теплых странах, можно делать прививки. Можно сеять семена земляники, клубники на рассаду и заняться стратификацией семян садовых растений. Очень хороший период. Смотрите, 12-го это конец 3-й фазы, и это очень хорошее время для этих работ. Далее идет время Стрельца. Да, кстати, вернусь обратно. В Скорпионе ни в коем случае никаких обрезок. Вот то, что я вам сказала, 11 до 19 часов сделайте, и все. А теперь вот наступает вот этот период. Для тех, кто очень требовал, ответьте мне на этот вопрос. Смотрите, 14-го как раз очень хороший период, когда уже работает Стрелец. Вот начинается световой день, потому что у нас он раньше начинается, ночью в 3:33, а нужно обязательно дать время, и не ночью, я понимаю, что разные регионы, дайте несколько часов, и после 6 часов 14-го, а также 15-го можете обрезать садовые растения. Пожалуйста, все здесь можете обрезать и виноград, но кроме актинидии и киви. Ни в коем случае их не обрезайте. Буду напоминать, чтобы вы не наделали ошибок. Снова останетесь без урожая. Будем обрезать в мае месяце, в июне, когда будет уже будет формироваться урожай следующего года. Итак, у нас зеленые операции еще можно для теплых стран проводить. Ну и убираем сад, если позволяет погода. Это у нас было 15-е Стрельцы. 16-го тоже утром будет Стрелец, а затем переход в знак Козерог. Что можно делать? Козерог 15-е, то есть, смотрите, 16-е и 17-е. Что делать? Основа же можем нарезать и укоренять череночки. Хотя это уже 4-я фаза, хорошее укоренение в Козероге медленно, но будет хорошее укоренение. Проверяли. Если не успели вы раньше сделать, можете в Козероге это сделать. Можно проводить обрезку садовых растений, поливы и зеленые операции. Вот они, прекрасный период 16-17. А далее уже период Гекаты начинается в знаке Водолей. Поэтому можно в Водолее 18 и 19 обрезать садовые растения и проводить зеленые операции. И все. По обрезке новолуние у нас начинается, смотрите, в Рыбах и будет 20, 21, 22 до 7 часов 15 минут в знаке Рыбы. Ни в коем случае. Тоже новолуние, казалось бы, что можно обрезать, но знак Рыбы – это опасное время. Мы тоже погубили свои растения, используя вот эти дни. Мы столько экспериментов проводили, столько потеряли растений, поэтому так хочется, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Пропускайте эти дни для обрезки любых растений, не проводите зеленые операции. 22 февраля завершится время Гекаты в 9 часов утра. И поэтому уже после 9 часов, когда Луна уже начнет работать в знаке Овен, можно заниматься санитарной обрезкой. Это уже растущая Луна, поэтому санитарная – это сухие какие-то ветки, поломанные веточки. Можно убирать из сада старые деревья, выкорчевывать пни. Вот это все можно делать. И это можно делать и 23-го. 23
и хорошее время 22 после обеда – это период для прививок. Делайте прививки для растений. И вот в знаке Овен завершится этот период утром, но далее, там уже у нас Луна без курса, мы Овен не используем 24 утром, а вот после 11 часов, когда уже начнет работать энергия Тельца, растущая Луна, замечательный период. Это у нас будет и нарезка, и укоренение черенков, и прививки, и посадка садовых растений. Смотрите, после 11 часов 24 и далее идем, у нас это будет время для 25 и 26, желательно до 13 часов все эти работы сделать. Далее Луна без курса, и это очень сложный период для того, чтобы провести какие-то важные работы. И этот Телец, смотрите, он такой у нас большой период, растущая Луна, конец месяца. Можно и высаживать любые садовые растения, там, где позволяет погода. Северяне, это не для вас. Нарезка, укоренение черенков, любых и комнатные растения, прививки, стратификация семян и обязательно можно еще и посев семян клубники, земляники в этот период сделать. Ну, а далее уже перерыв, Луна без курса, и начинается еще часть периода, заберет 26-го, но все равно это близнецы, стараемся поменьше в них работать. В этот период уже будет начинать энергия перехода Луны из первой во вторую фазу, и 27-го займет. Поэтому у нас завершается месяц 28-го в знаке Близнецы. Можно выкорчевывать старые деревья, пни. Деревья обрезку не трогаем ни в коем случае, только старые выкорчевываем, убираем из сада. И можно сеять семена клубники, земляники на рассаду. А теперь пришло время сделать скрин. А тем временем сообщаю, что авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Уюта, тепла в ваших домах и успехов во всех ваших садовых делах. До новых встреч на нашем каналі. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти, миру вам та добра. Сьогодні агрогороскоп садівника на лютий місяць 2023 року. Час київський. Починається місяць в знаці Близнюки, але це буде час такий продуктивний тільки зранку, тому до 10-11 години. Краще до 10 ще можна, якщо не посіяли, з насіння полуниці, суниці на розсаду. Можете це зробити. Але якщо не встигли, то справу цю можна перенести на 2 лютого. До кінця дня я не рекомендую щось робити. У нас тут багато часу на місяць без курсу. І ввечір там перехід, поки буде гарна енергія, а гарна енергія вже починається 2 та 3, будь ласка, до 19 години. А саме найкраще треба працювати від сходу та заходу сонця. Це саме найкращий період знаку. І тим більше, що у нас якраз і по місяцю теж все гарно виходить. Тому 2 і 3, що можна робити? Можна проводити закладку насіння садових рослин на стратифікацію. А також, знову ж таки, продовжити посіви насіння полуниці, суниці на розсаду. І в теплих країнах можна поливати садові рослини. Але ввечері вже 3, після 20 години 28 хвилин починається спалений шлях місяця. І далі дивіться, який він у нас великий. 4, 5, 6, 7 до вечора. 7 – це час спаленого шляху місяця. Повня у нас 5 лютого, ось такий час, нічого не робимо. Зараз зразу ж відповідаю тим, хто питає, а чи можна в цей час обрізати рослини? Ні, ні в якому разі, будь ласка, не обрізайте. Це час дуже важкий для рослин. Якщо от в цей час займатися обрізками або займатися іншими видами робіт, з посівами, посадками, то ви отримаєте негативний результат. Тому, будь ласка, ми цей період пропускаємо. Далі вже хороший період, добрий період починається саме 8 лютого. Можна проводити укорінення живців, які ви нарізали ще восени або взимку.
А також можна нарізати кімнатні рослини і їх укладати для укорінення. Тому можна цим зайнятися розмноженням рослин з допомогою живців. А також можна висаджувати декоративні рослини в саду. Можна розбивати, планувати цей сад і висаджувати декоративні рослини. 8. Якраз Діва, вона це діло дуже любить. Діва буде у нас ще 9 зранку, але на цей час нічого не плануємо. І вже в Терезах після 11 години 9 та 10 можна що робити? Висаджувати там, де це можна, де дозволяє погода, можна висаджувати саджанці сливи, вишні, аличі, абрикосів, декоративних рослин та саджанці винограду. А 11-го ось у нас якраз починається час, коли можна зайнятися обрізкою садових рослин. Оце цей період уже, коли майже завершається 3-я фаза, і знак дуже добрий. Тому тільки 11-го, будь ласка, до бажаного 17-ї години світовий день використовуйте. Обрізка садових рослин та зелені операції. Це для теплих країн теж підходить. Ну і до вечора, і ввечері у нас перехід в знак Скорпіон, ніяких робіт не проводимо. І не проводимо 13-го, хоча це Скорпіон, але перехід буде місяця з 3-ї в 4-ту фази. У нас залишається із Скорпіона всього-навсього 12 лютого. Що можна робити в Скорпіоні? Це 3-я фаза і можна спокійно закладати насіння садових рослин на стратифікацію. Можна проводити щеплення, можна сіяти насіння полуниці та суниці на розсаду. Можна це ще робити, буде потихесенько рослинки з'являтися і можна, результат в Скорпіоні буде добрий. Йдемо далі. Ось той час, коли так довго добиралися, задавали питання між собою, там виясняли ці питання наші глядачі. Будь ласка, от 14-го, після сходу сонця, можна з 6 години ранку, от після 5, 6, 7 години можна починати обрізку садових рослин. Абсолютно любих рослин. І корчі, і великі дерева, і малі дерева. Якщо є необхідність, обрізаємо садові рослини, проводимо зелені операції для теплих країн і прибираємо садочок. І це можна робити буде 14 та 15. 16 вже тут зранку у нас мало часу, тим більше перехід уже з 3 години. Буде місяць без курсу і підготовка місяця до переходу в знак Козиріг. І в Козирозі вже після 7 години, після 8 години можна нарізати та укоріняти живці, поливати та проводити обрізку садових рослин і зелені операції. І хоча це час, здавалось би, перед у нас уже Гекатою, це закінчується, завершується місячний цикл, але можна нарізати та укоріняти живці. Вони трошечки будуть менш такі швидкі, але потихеньку будуть ці живці наростати і коренева система буде гарною, нормальною. Але саме головне 17 теж, 16, 17 – це обрізка садових рослин та зелені операції. І обрізку садових рослин та зелені операції можна буде проводити вже і навіть в Гекату, якщо знак добрий. А знак Водолій якраз підходить для цієї роботи, можна буде 18-19. А далі вже, будь ласка, не турбуйте рослини ні в якому разі, тому що наступний знак Риби. Новомісяча буде якраз в Рибах, і 20, 21, 22 до 10 години ранку бажано не турбувати рослини. А уже коли 22-го енергії будуть місяця, вже зростаючий місяць, працювати в знаці Овен, що можна? Це зростаючий місяць, тому можна тільки обрізати, проводити таку санітарну обрізку. Це сухі гілячки, щось поломане. І особливо добре в цей час видаляти з саду сухі дерева та пеньки. І гарний час 22 та 23 для проведення щеплень. Будь ласка, дуже гарний час. Один із кращих часів в місяці лютий.
Далі ще такий же період, який можна теж проводити щеплення. Він продовжується у нас і, дивіться, 24-го. Зразу ми побачимо ці дати 25-го та 26-го. Але 26-го, будь ласка, десь до 14 годин закінчить цю роботу. І що можна іще зробити? А можна висаджувати у тих країнах, де тепло, регіонах, можна висаджувати садові рослини. Любі тельці можна, любі рослини, це і ягідники, це і вишні, все, що у вас є, сливи, яблука, все, що ви запланували. І якщо ви не посадили ще восени, то, будь ласка, можна використати цей період. У нас на півдні України ми використовували вже, є такий досвід, використовували цей знак і цей період кінця лютого для посадки садових рослин. І все нормально у нас вийшло. Знову ж таки, дивіться за погодою. Цей час дуже гарний для нарізки та укорінення живців, для щеплення, нагадую, а також стратифікації насіння садових рослин та посіву суниці-полуниці, якщо не зробили це раніше. Якщо не встигнете, то можна це зробити буде в кінці місяця, але зараз ми розберемося далі, що у нас 26-го у нас перехід місяця в знак Близнюки, але буде, ось бачите, який час, місяць без курсу великий. І далі 27-го перехід місяця з першої в другу фазу, тому ми нічого тут не робимо. А 28-го ми можемо, що робити в Близнюках? Видаляти сухі дерева та пеньки, вичищати садок від цих дерев, пеньків, і можна посіяти насіння, полуниці, суниці на розсаду. Нагадую, в Близнюках треба, щоб зарані був замочений ґрунт. Час нашого відео добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Хай в ваших будинках буде тепло та затишно. Успіхів у ваших трудах для створення райського садочку біля ваших будинків. Всього самого доброго, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!